Всем привет, меня зовут Даша, и сегодня я буду строить очень страшный КамАЗ. А чем же он страшен? Тем, что в прошлом году, в феврале, моя лента ТикТока заполонилась именно этими КамАЗами, которые везли разнообразные военные машины. И этот КамАЗ ознаменовал для меня начало текущей ситуации, в которой мы все живем и переживаем. Также этот КамАЗ необычен тем, что на коробке изображен один КамАЗ, а собирать мы будем совершенно другой. И, кстати, вы узнали, кто сидит в кабине этого грузовичка? Давайте начинать сборку. Но в самом начале я, конечно же, загрунтую модель. Я решила добить старые остатки грунта от Tamiya. И знаете, если сравнивать аэрозольные грунты от звезды или от Tamiya, то звезда выглядит намного лучше. Например, у грунта звезды тоньше слой, и это влияет на результат последующей окраски, а также и на расход самого грунта. Так что Tamiya все-таки прощай. Второй этап работы – это работа над шасси и окраска его в черный цвет акриловыми красками от Gemscale. И у этого акрила очень приятный блеск, причем он небольшой, как раз который нужен автомобильным шасси. Ну а больше контента обо мне вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Ссылочка будет в описании. И спасибо всем, кто поддерживает меня через функцию спонсорства на YouTube, а также в донатах в ВК и на Boosty. А это, наверное, самый мошеннический набор от АВД. Я давно очень хотела собрать модель полноприводного тягача. Есть в них какая-то эстетика, ведь согласитесь. И я хотела собрать именно в гражданском варианте, например, с промыслов на Крайнем Севере. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». И обратите внимание, что приобретая любую модель от фирмы АВД, вы получаете любую баночку краски от фирмы Мачете всего за 1 рубль. А применяя этот промокод для своего первого заказа, у вас будет скидка в 500 рублей. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Остатками серого грунта от Tamiya я загрунтую кабину и внутреннюю часть салона. И тут сравнение отечественной химии с зарубежными аналогами не в пользу последних. Грунт очень сильно забивает аэрограф, и после его применения очень долго приходится чистить свой инструмент. Так что если хотите поточнее загрунтовать модель, то я рекомендую использовать грунты от Gemscale или же от Zip. Черной краской я окрашу салон, и на кабине я прорисую тени. Это нужно в первую очередь для того, чтобы в труднодоступных местах не было видно непрокрашенных элементов. Настало время покрасить кабину КамАЗа в основной цвет. Я долго выбирала нужный мне оттенок зеленого, и мне показалось, что ранний образец краски цвета 4BO от Gemscale просто наилучшим образом подойдет для этой работы. Правда, чересчур густой испанский грунт дал излишнюю шероховатость поверхности, так что мне пришлось смыть краску с кабины и заново загрунтовать ее и окрасить в базовый цвет. А пока сохнет краска, я займусь остеклением тягача. Мне надо покрасить 2 половинки передних огней витражными красками. Я наношу эти краски при помощи зубочистки. Но точнее я бы эти краски назвала прозрачными лаками по стеклу и керамике. А теперь я загрунтую прицеп. Это очень длинная модель, и она у меня еле-еле умещается в окрасочной камере. И естественно на этот прицеп у меня ушло довольно много грунта и краски вообще. А теперь я поработаю над КамАЗием салоном. Я окрашу торпедо и сиденье в черный цвет. Заказав коробочку на модельной лавке, после получения набора я обнаружила, что костромичи меня обманули. И в наборе оказался немного другой тягач с кабиной старого образца. И интересно, что индекс у гражданского и военного образцов, они одинаковые. Так что АВД меня тут не обманули, а обманули они меня с картинкой на коробке. И вначале я подумала, что это классическая для АВД ошибка комплектации, но в комментариях на модельной лавке все, кто заказывал данный набор, столкнулись с той же проблемой. И я пока отложила постройку модели на неопределенный срок. Модель, которую я сейчас строю, для меня не просто очередная модель, а это модель-предвестник очень плохих событий. Так уж случилось, что мы не по своей воле становимся, если уж не соучастниками, то точно свидетелями событий исторических масштабов. И вот я о чем. Буквально за пару недель до 24 февраля 2022 года в ТикТоке стали появляться видео с вот такими тягачами. И в отличие от этого милого видео, где КамАЗ на прицепе тащит огромную новогоднюю елку, грузовик тащил кое-что зеленое, ну и кое-что более смертоносное. А потом произошло то, что произошло. А моя самая первая личная встреча с большим тягачом с берегов Кама случилась на репетиции парада. Тогда они на своих тралах привозили гусеничную технику для участия в параде, и на тот момент все выглядело довольно мирно. А совсем недавно мы опять стали свидетелями исторических событий, и на пути из дачи я встретила вот этот тягач, который тащит из Москвы танк. Так что после вот таких не самых приятных встреч эта модель для меня некоторые выглядят каким-то буревестником. Также мне надо поработать над ходовой частью тягача. В частности, я в глушителевый цвет окрашу глушитель.
А в темный металлик я окрашу агрегаты КАМАЗов. Тут я использую металлики от Gemscale. У них очень мелкое зерно пигмента, и поэтому краска ложится очень приятно, в отличие от металликов от ACM. Окрашу детали многострадального бампера. Я нарисую подложку для регистрационного номера и пластиковые накладки ступеней в кабину. И тут я использую самую лучшую краску под кисть от фирмы «Звезда». И, конечно же, мне надо поработать над надписью «КамАЗ» на передней облицовке. Это военный грузовик, и у них, как правило, буквы в белый цвет не красятся. Один из моих зрителей попросил для него сделать модель именно такого военного тягача, и я с радостью согласилась, ведь это обстоятельство подарило мне мотивацию для постройки модели. Но в начале работы я совсем не знала, что требования у моего заказчика будут довольно особенными, и для реализации этих потребностей мне придется пойти на некоторый риск. И первая проблема, с которой я столкнулась, это странный бампер. Я думала, что проблема будет только с кабиной, что в некоторой степени было логично, ведь художник перепутал, какой КамАЗ рисовать на обложке коробки. Но прикол оказался немножко глубже. Кабина была от военного КамАЗа, а передний бампер от гражданского, и дружить они никак не хотели, и даже теоретически не могли. Такая трудность не остановила моего желания сделать эту огромную модель. А вы говорите про фототравление. Фототравление тут даже стандартную модель не сразу соберешь. Постройка модели могла сорваться, и заказ мог быть не выполнен, и мой заказчик мог бы впасть в депрессию из-за отсутствия в коллекции нужной модели в исполнении небезызвестного моделиста. Но на помощь мне пришла служба поддержки модельной лавки. И оказывается, ей не одна такая с проблемным бампером, и у них есть целый запас запасных мини-бамперов. И до меня спустя неделю все-таки дошел проблематичный бампер. И я уже выдохнула и думала, что все, дальше проблем с этой моделью не будет, но потом случилось что-то другое. Покрашу в оранжевые огни автопоезда на крыше тягача. И тут они логичны, ведь тягач без прицепа бесполезно использовать. Белой сухой масляной кистью я выделю рельеф на ходовой части, чтобы он смотрелся не так однородно. И вдруг внезапно мне пишет мой заказчик, и он сказал, что хочет несколько видоизмененный КамАЗ, а именно с односкатными покрышками фирмы Белшина. Хорошо, подумала я, желание заказчика ведь закон. И я принялась искать заветные шины. Но, как обычно, возникли сложности. Такие покрышки в 43-м масштабе выпускает только одна фирма, которую в народе называют харьковской резиной. И вы понимаете, искать в 23-м году харьковскую резину в Москве – дело не очень успешное. Так оно на самом деле и оказалось. Продолжу работать над цветотехникой. И тут тоже без приколов не обошлось. Дело в том, что передние фонари выполнены с элементами бампера. То есть мне нужно вначале окрасить определенные места в базовый зеленый цвет, а потом уже красками по стеклу окрасить поворотники. И, конечно же, я окрашу сигнальные огни. Этот же КамАЗ может перевозить крупногабаритную технику. Этих покрышек в крупном магазине не оказалось, все нет их в наличии и даже не предвидится. И у меня был вариант посмотреть их на досках объявления на Авито. Но в последний момент я их нашла в наличии в магазине, о котором я даже никогда не слышала. И я тут же их забронировала. И доставка мне бы обошлась там в такую копеечку, что я решила все-таки оформить самовывоз. Благо магазин был в примерно знакомом для меня месте, но я тут довольно сильно ошибалась. И вот после подтверждения заказа я поехала в магазин, а он находится у станции метро Дубровка в очень странном торговом центре. Торговый центр представляет из себя довольно длинный коридор длиной, наверное, 2 километра. И это бывшие производственные помещения. А по обе стороны от коридора располагаются магазинчики, я так понимаю, для гастарбайтеров. Там можно купить и шаурму, и оформить банковский перевод в Таджикистан, а также купить хиджаб и подстричься у проверенного мастера, а также купить сим-карту, и я так понимаю, что это все не очень легально. И, соответственно, весь торговый центр был наполнен иностранными специалистами, которые странно на меня смотрели. А особого уюта в кавычках добавляло отсутствие искусственного освещения. Все было в полумраке. И вот спустя 15 минут моей прогулки я наконец дошла до нужного павильона, где среди шаурмы и хиджабов расположилась лавка для коллекционеров. Это было довольно странно. Я быстро взяла нужный мне заказ и расплатилась наличными рублями, так как владельцы магазинчика не воспринимают безналичную форму денег. Интересно, как они будут относиться, например, к цифровому рублю. И быстро тем же маршрутом я побежала по длинному коридору обратно в сторону метро, под те же странные взгляды зарубежных специалистов. И, пожалуй, это был самый странный магазинчик с моделями, которые я когда-либо встречала. Но цель была выполнена, и я заполучила вожделенные харьковские покрышки, и теперь я могу поставить их на свое место. И я установлю на модели вожделенные харьковские покрышки. И такое ощущение, что они мне немножко не подходят именно для этой модели. То есть в некоторых местах колеса не будут немножко тереться об брызговики. И теперь я наношу смывку. Это зеленая машина, а темно-коричневая смывка на ней будет смотреться довольно органично.
И также методом масляных точек я чуточку состарю грузовик. Это же военный трудяга, так что он должен быть хоть и ухоженным, но немножко грязным. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Из коробки барабан лебедки выглядит довольно скучно, и надо на него накрутить трос. Я так понимаю, что при помощи этой лебедки на прицеп затаскивается техника, которая не может залезть на трап своим ходом, а трос я сочиню из проволоки. Также смывку я нанесу на прицеп. Тут я ее умышленно не буду вытирать начисто, чтобы остался налет небольшой грязи. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised. И после установки стекол и мелких деталей типа дворников я методом сухая кисть выделю рельеф на тягаче и прицепе. И вот модель уже и готова. И вот такая махина у меня получилась. Это очень длинная сцепка. И, надеюсь, этот маленький грузовичок способен перетащить такую тяжесть за собой. Надеюсь, что вам видео понравилось, оно было вам интересно и информативно. И также вы получили удовольствие и вдохновление на свои собственные сборки. До новых встреч. Пока-пока. А купить наборы для сборки таких автомобилей вы можете в магазине «Модельная лавка». Ссылочка на промокод на магазин есть в закрепленном комментарии.